Глава 501. Битва Небесной горы Инь. Умный мозг контролировал несколько разрушительных ракет, регулируя скорость, траекторию и цель. С большим количеством вычислений они были нацелены на самые хаотичные места, которые имели наибольшую вероятность попадания. Несколько больших огненных ракет поднялись, выпуская большое количество света и тепла. Страшный взрыв также создал шрапнель, похожую на тень, которая наполнила всех паникой. Используя радар для обнаружения движений другой стороны во время поиска точки взрыва, на пути было размещено большое количество разрушительных пулеметов. Бесчисленные энергетические снаряды падали, как сильный шторм, который подавлял их. Что это за оружие? Это действительно так жестоко и страшно. «Мы не можем здесь больше оставаться», — сказал вице-мастер секты Небесного Меча Лин Ин. «Используя секретную технику передачи голоса, секта Божественного Механизма, используйте марионеточного зверя, чтобы прорваться. Секта Черной Черепахи, и мы вам поможем». Хорошо. Мастеры механических техник просто носили доспехи для защиты, по-настоящему сражались марионеточные звери, управляемые механическими мастерами. Были все виды марионеток, некоторые были как большие птицы, а некоторые как тигры и леопарды. Они летели по небу, бегали по земле, плавали по воде. Они могли делать все и имели разные функции. Алхимики из Долины Короля Медицины бросали пилюли членам других сект, это противоядие может временно противостоять яду. Все атакуем вместе. Талисман божественного ураганного щита. Люди пещеры духов пустоты выбрасывали талисманы, не жалея денег. Этот талисман может сформировать защитный ураганный щит и может увеличить нашу скорость. Он может не только противостоять ядовитому газу, но и защититься от их жестоких атак. Марионеточные звери собираются атаковать. Вперед! Будьте осторожны, они собираются стрелять странными огненными стрелами. Секта Небесного Меча — массив мечей. Бесчисленные мечи образовали переплетающийся свет, который мгновенно выстрелил в летящие на них ракеты. Секта Черной Черепахи использовала свою сильную оборону и быструю скорость, чтобы охранять стороны и спину, блокируя инь-трупы, которые пытались их преследовать. Хотя они были наполнены хаосом, 5 больших сект показали свою силу. Механические звери и воины Черной Черепахи напали под дождем от пуль, за которыми следуют десятки тысяч культиваторов, прорывающихся сквозь них. Если они смогут вырваться из блокады, победу в битве будет сложно предсказать. В это время Нангунь Юнь уже подготовила более 10 пушек изначальной энергии. Когда она увидела, как культиваторы 5 гор преодолевают дождь из пуль, она сразу же подняла руку. Огонь! Верните их всех назад. Можно ли представить себе мощь пушек изначальной энергии? Несколько десятков световых шаров превратились в лучи белого света. Они разрушили божественные ураганные щиты вокруг марионеточных зверей, а защитные руны и ограничения на марионеточных зверях не имели никакой защиты вообще. По меньшей мере сотня марионеточных зверей была разбита и превращена в пепел. Этот удар не просто уничтожил механических зверей. Белый свет сжигал все, чего он касался. Пока они были из плоти и крови, пока в них была вода, они не были бы в безопасности от этой атаки. Полное уничтожение, эта сила была невообразимой. Нангунь Юнь увидела, что нападение другой стороны прекратилось, и разразилась гордым смехом. Эти ребята не такие уже сильные, они не могут сравниться с армией 4 городов. Взорвем их. Пушки изначальной энергии снова выстрелили. Другая группа марионеточных зверей снова была уничтожена, Юань Чжэннань уже покраснел от гнева. Этих марионеточных зверей было нелегко сделать, и большинство осталось от предыдущего поколения. Перед этой ужасающей атакой они были так же слабы, как бумага. Каждый разбитый был не просто еще одним марионеточным зверем, это был фундамент секты Божественного Механизма, он уже сожалел об участии в этом бою. Конечно, Долина Короля Медицины, Пещера Духов Пустоты и секта Черной Черепахи также ошеломленно сожалели, что последовали за сектой Небесного Меча, чтобы напасть на секту Черной Луны. С одной стороны был подавляющий огонь, а с другой был ядовитый газ. На Земле было все больше и больше отравленных учеников, это было огромной потерей для их сект, как секта Черной Луны может не быть шокирована. Увидев это, Чутянь привел всего несколько человек и взял всего несколько вещей, и подавил культиваторов 5 гор вот так. Чего ты стоишь в оцепенении? Чутянь сделал выговор ошеломленному бесконечному инь. Большая часть наших боеприпасов израсходована. Ты так и будешь стоять здесь и смотреть, как они прорываются через блокаду. Только дурак упустит этот шанс, бесконечный инь закричал, как только пришел в себя. Наследники Небесной горы Инь, настало время нам защитить секту Черной Луны. Всем приготовиться к атаке. Культиваторы секты Черной Луны в полную силу напали на уже побитых собак. Не было ложью, что 5 сражались против одного, но 5 духовных гор не могли собрать все свои силы.
Когда они были рассредоточены от атаки и хотели контратаковать, секта Черной Луны вступила в битву жизни и смерти. Великий массив Инь. Он открыт. Защитный массив Небесной горы Инь был открыт. Десятки тысяч совершенствующихся появились, как вода из потока, каждый из них был покрыт светом методов совершенствования и духовной энергии, а также всевозможными секретными техниками. Это резко контрастировало с испуганными культиваторами 5 гор. В секте Черной Луны около 200 тысяч культиваторов. 5 гор имели в общей сложности около 400 тысяч культиваторов. Был явный разрыв в количестве, но также и в моральном духе. Когда секта Черной Луны вышла в полную силу, чтобы вступить в битву за жизнь и смерть, культиваторы 5 гор были в ужасе, и некоторые из них даже не могли контролировать себя и бросились в бега. «Не паникуйте!» Быстро прокричал Лин Ин. Они, открыв гору, ищут смерти, это хороший шанс полностью уничтожить секту Черной Луны. У нас больше людей и экспертов, чем у них, чего нам бояться. Атакуем их. Хотя он это сказал. Было ли это так просто? Культиваторы 5 гор были отравлены и ранены, они хотели сбежать, и они были полны хаоса. Секта Черной Луны сражалась отчаянно, и у них не было времени, чтобы установить защиту. У Джин Куи из Черной Черепахи было жесткое выражение. Обе стороны поубивают друг друга. Мы не можем бороться. Нет времени отступать, у нас есть шанс. Лин Кин подумал о чем-то. Ограничение на Небесную гору Инь закрыто, поэтому мы окружим это странное оружие. Без поддержки этого оружия у них нет шансов на победу. Остальные посмотрели друг на друга. Хорошо. Они могли сделать только это. Они должны постараться изо всех сил. Чутянь наблюдал за ситуацией с Небесной горы Инь, когда умный мозг предупредил. Городской лорд, приближаются сильные сигналы. Должны ли мы планировать их перехват? Я не пошел искать их, и они сами пришли ко мне. Чутянь засмеялся. Не надо, пусть приходят. Рев, рев, рев. В долине появилось несколько десятков демонических зверей. Все они были могущественными летающими зверями 3-го уровня. У каждого зверодемона было несколько скрытых фигур, а также лидеры 5 гор. Они пролетели над полем битвы и напали на Небесную гору Инь, двигаясь в позиции Чутяня. Все они были экспертами истинного духа. Даже если бы эти эксперты были в ядовитом дыме, они могли бы временно защититься от него, поэтому большинство из них не имели никаких проблем. Трусы, быстро выходи и умери. Лин Ин стоял на золотом орле, который бросался вперед, посылая гигантский световой меч с расстояния в несколько сотен метров. Если присмотреться, они обнаружат, что этот меч представлял собой гигантский меч, состоящий из десятков тысяч мечей, превращающихся в меч длиной более 10 метров. Он летел туда, где сейчас стоял Чутянь. Такая сильная меча. У секты мечей номер 1 Великого Джоу есть некоторые навыки. Нангунь Юнь сошла с земли и взлетела в воздух, фактически ударив кулаком прямо в него. Огненный феникс вышел из ее горящего тела в гигантский меч. Две силы разбились, когда они столкнулись, и бесчисленные маленькие кусочки цимича прошли сквозь пламя, приземлившись на Нангунь Юнь, как дождь. Хотя это и заставило Нангунь Юнь отступить на несколько шагов, она вообще не пострадала. Лин Ин сказал с холодным смехом: «Вы не люди Великого Джоу, почему вы заботитесь о делах Великого Джоу? Сколько принцесса Великого Джоу заплатила вам?» Чу Тянь слегка рассмеялся. «Даже если мы сражаемся за секту Черной Луны, то это чтобы поддержать королевство Великого Джоу все лучше, чем ваша секта Небесного Меча, которая тайно вступила в сговор с царством Орлиного Захоронения и пытается разделить страну Великого Джоу». «Что ты сказал?» Лица Юань Жинаня и старейшин других сект изменились. «Если я не ошибаюсь». Чу Тянь посмотрел на замаскированных посвященных секты Небесного Меча. Это должны быть генералы из царства Орлиного Захоронения. Я думаю, что секта Небесного Меча должна была быть подкуплена, чтобы стать шпионом царства Орлиного Захоронения. Вы все были в темноте, ничего не зная, и участвовали в разрушении собственной страны. Вы должны брать пример с секты Черной Луны и сотрудничать с городом чудес для взаимной выгоды. Иностранной помощью секты Небесного Меча были люди из царства Орлиного Захоронения. Царство Орлиного Захоронения было одним из самых больших держав в области, они хотели расширяться бесконечно. Если влияние царства Орлиного Захоронения проникнет в великую страну Джоу, эта ситуация будет очень сложной. Юань Джиннань с сомнением и злостью сказал сквозь механическую броню: «Лин Ин, это правда? Как ты собираешься это объяснить?» «Не говори ерунды». Лицо Лин Ин было бледным. Посмотри на них, они не только используют странное оружие, у них также есть странные подчиненные. Скорее всего, они пришли из леса хаоса, собирая всевозможные расы. Вы не можете быть обмануты ими.
Эти люди в плащах могли контролировать демонов, вызывая нападение нескольких десятков жестоких демонических зверей. Рядом с Чутянем были эксперты леса, только ему не хватало в численности. Он понес бы убытки, если бы обе стороны начали сражаться. Маленькая лиса выпрыгнула, размахивая хвостом. Ее тело внезапно изменилось и превратилось в гигантского лисьего монстра. Люди из царства Орлиного захоронения были потрясены, обнаружив, что они потеряли контроль над всеми сильными демоническими зверями в это время. Маленькая лиса могла легко влиять на этих демонов. Хотя она не могла управлять этими несколькими дюжинами сильных демонов в одно и то же время, она могла, по крайней мере, заставить этих демонов сходить с ума. Гар. Демонические звери внезапно взбесились и начали бросаться на все и всех. У группы Лин-Ин не было иного выбора, кроме как отпустить их и спрыгнуть с воздуха. Не оставляйте никого в живых. Убить их всех. Когда Лин-Ин сказал это, он вынул меч, который летел по воздуху. Чутянь достал горящий меч мира пустоты, прежде чем превратился в пламя, чтобы приветствовать его. Два меча столкнулись в воздухе и мгновенно атаковали друг друга. «Чёрт возьми, ты думаешь, что нас легко запугивать?» Нангунь Юнь дала команду лесным экспертам рядом с ней. «Всем в атаку!» Глава 502. Полный захват. Заместитель секты Великого Джоу Лин-Ин был в 4-м слое истинного духа, ничуть не уступая по силе Инь-духу. Секта Небесного Меча была сектой культивирования мечей, чье наследие передавалось в течение десятков тысяч лет в Великом Чжоу, поэтому даже если бы их техника совершенствования или секретная техника была выставлена на континенте, она все еще считалась сильной. Как можно было так легко разобраться с таким человеком, Лин-Ин развивал набор техник имперского меча. Гений центрального государства Чусинхэ тогда также культивировал технику имперского меча, но техника культивирования секты Небесного Меча была сильнее. Она не имела формы и имела больше изменений, поэтому, естественно, она была сильнее. У Чутяня не было хорошего боя с тех пор, как он покинул Великое Лето. Лин-Ин использовал меч, так же, как и Чутянь, где он мог найти еще один такой хороший шанс, как этот. Свет вспыхнул от руки Лин-Ина, создав несколько десятков мечей. Каждый был собран из невероятно сильной ци меча, и все они были направлены на Чутяня. Так быстро вокруг Чутяня вспыхнуло пламя, когда он быстро защитился пламенем меча мира пустоты. Мечи сплелись в воздухе и превратились в гигантский меч, который выпустил свечение. Чутянь не мог увернуться и должен был защитить себя, поднимая меч, чтобы заблокировать его. Земля вокруг него треснула. Древняя и жестокая ци меча давила на него, толкая Чутяня в землю. Меч. Чутянь взревел, и меч демонического бога взмыл в небо, увеличивая свое давление в 10 раз, позволяя ему защититься от случайного удара Лин-Ина. Когда меч из света был разбит, он превратился в бесчисленное множество переплетающихся мечей из ци, которые окружали Чутянь словно сеть. Это сеть, образованная из ци меча. Лин-Ин поднял руку, и сеть сжалась. Этого давления было достаточно, чтобы даже превратить алмаз в пыль. У Чутяня была защита бессмертного тела звездного света, поэтому эта сеть не могла повредить даже одному волоску Чутяня, даже если эта сеть и могла резать алмазы. Тем не менее, сеть из ци меча выполняла и функцию обычной сети и не позволяла Чутяню двигаться. Чутянь чувствовал, что попал в ловушку переплетающегося белого света, и он не мог временно вырваться на свободу, независимо от того, сколько сил он использовал. Пламя мира пустоты может сжечь все виды энергии. Но хотя ци меча касалась пламени, скорость, с которой она горела, была очень низкой. Ты хочешь бросить вызов искусству меча секты Небесного Меча с этим ограниченным количеством навыков? У меня нет времени играть с тобой, умри. Лин-Ин продемонстрировал крайнее презрение, когда его правая рука быстро сформировала меч, бесформенный меч. Он щелкнул пальцами. Пен, Чутянь внезапно разразился взрывом ци меча, и даже мощное бессмертное тело звездного света не могло защититься от него. При этой атаке свет немного потускнел, и Чутянь внезапно отправился в полет и снова упал на землю. Зрачки Лин-Ин слегка сузились. Почему он не умер? Что это за невероятная защитная техника? Она может фактически заблокировать его бесформенный меч. Пламя мира пустоты взорвалось и мгновенно сожгло ци меча вокруг него. Чутянь стоял в пылающем пламени, и он уже превратился в гигантского демона. Пламя окружало его тело, словно доспехи, и превращало его в пылающего демона. Хорошее искусство меча, жаль, что ты недостаточно его освоил. Может ли такой муравей, как ты, говорить о продвинутом мече секты Небесного Меча? Хотя я не достиг большого царства успеха как старший брат, но этого более чем достаточно, чтобы убить такого маленького муравья, как ты. Тогда попробуй. Чутянь мгновенно превратился в 6 разных фигур, сразу же используя свой самый сильный ход мечом. Сначала попробуй мой ход «Атака пустоты».
Бесформенный меч. Лин Ин щелкнул пальцами, чтобы атаковать, и его траектория вообще не была видна. Клоны Чутеня были поражены мечом из Ци одновременно, 5 из них были уничтожены, а основная часть тела снова отправлена на землю. Он отступил на несколько шагов, и даже преобразование пламенного демона было сломано. Настолько мощный, он никогда не видел такого странного искусства меча прежде. Бесформенный меч вообще не имел цвета или формы, и за ним нельзя было уследить. Искусство меча Лин Ина казалось очень простым, но оно потребляло немало духовной энергии. Он спешил позаботиться о Чутяне, поэтому дважды использовал бесформенный меч. Кто бы мог подумать, что это беспрецедентное искусство меча секты Небесного Меча на самом деле не навредит этому ребенку. Бесформенный меч был непревзойденной техникой. Не говоря уже о том, что культивирование Лин Ина было выше, чем у Чутяня. Если бы кто-то узнал об этом, они бы не поверили. Чутянь также был тайно удивлен в своем сердце. Это был первый раз, когда он встретил технику совершенствования, сквозь которую не мог видеть. Атака бесфазового меча шла по непредсказуемой траектории и каждый раз поражала цель. Если бы меч Лин Ина использовался для борьбы с обычным человеком, он определенно не смог бы выжить. Бессмертное тело звездного света достигло царства совершенства. С защитой, достигающей каждой клетки тела, он мог остановить атаку этого меча. Иначе, независимо от того, насколько сильной была его секретная техника защиты, он не смог бы блокировать эту странную бесформенную атаку. Чутянь недооценил Великое Джоу и эту эпоху. Бесформенный удар. Лин Ин собрал всю свою энергию, и исходный дух в форме меча появился вокруг него, выпуская мощную ауру. С взмахом руки его меч поднялся с земли. Так же, как и предыдущий меч, его нельзя было ощутить или увидеть. Опасность. Чутянь инстинктивно почувствовал опасность и быстро поднял свою защиту. Пришел еще один бесформенный меч, который расколол на части свет бессмертного тела звездного света, заставив Чутяня отступить на несколько шагов назад. Из его рта текла кровь, и он все еще немного пострадал даже с бессмертным телом звездного света. «Ты все еще хочешь драться?» На лбу Лин Ина уже был пот, но его аура достигла пика, когда он направил свой меч на Чутяня. «Ты не можешь увернуться от моего меча, ты даже не можешь приблизиться ко мне. Как ты собираешься сражаться со мной? Перестань блефовать». Чутянь вытер кровь в уголке рта. «Если ты можешь так легко убить меня, тогда зачем ты тратишь время на все эти слова? Ты просто пытаешься тянуть время, чтобы прийти в себя. Может ли меч в твоей руке действительно забрать мою жизнь?» Глаза Лин Ина заполнились яростью, словно он испытал огромный позор. Чутянь продолжил говорить. «Это искусство меча, похороненное в горе Небесного Меча, является слишком большим позором. Было бы лучше, если бы он был откопан и изменен мной, чтобы сделать его лучше, не правда ли? Умри». Лин Ин поднял свой меч и собрал всю свою духовную энергию, желая снова использовать это искусство меча, окутанное тайной. Но внезапно он обнаружил, что глаза Чутяня светятся, и Лин Ин почувствовал приближение опасности. Прежде, чем он успел среагировать, окружающая земля раскололась. 18 темных золотых фигур появились. Это были 18 божественных слуг. После непрерывного укрепления божественные слуги уже достигли 3-го уровня истинного духа. Теперь, когда они застали его врасплох, у них был шанс убить его. Бесформенный удар. Лин Ин отреагировал очень быстро, когда один меч прошел через 19 целей. Бесформенный меч не был техникой с одной целью, это искусство меча не имело формы и постоянно менялось, поэтому было не странно, что он мог атаковать несколько целей подряд. Только чем больше целей он атаковал, тем слабее он был. 18 божественных слуг были отправлены в полет. Чутянь совсем не пострадал от этого удара. Он воспользовался этим шансом, чтобы послать меч из Ци, который, как змея, приблизился к Лин Иню, разрезая его тело пополам. «Ты». Лин Ин из последних сил раскрывал вид нежелания. Будь то совершенствование или техника совершенствования, он во всем был выше врага, так почему он проиграл? Чутянь похлопал себя по груди и выдохнул. Из его пальца шел зеленый свет, который медленно исцелял его раны. На этот раз он не использовал свой основной источник духа не только для того, чтобы оставаться сдержанным. Это был неприятный противник, которого он не встречал долгое время, поэтому после этой битвы его боевой опыт увеличился хоть и на немного. Нангунь Юнь сражалась с мастером секты Черной Черепахи Джин Куи. Великое Джоу было все еще большим королевством. Так же, как Лин Ин секты Небесного Меча, мастера других сект также не были обычными людьми. Совершенствование Нангунь Юнь было немного выше, чем у Чутяня, и у нее был лучший исходный дух и техника совершенствования. Если он не использовал бы свой основной источник, боевая сила Нангунь Юнь была в несколько раз выше, чем у Чутяня. Несмотря на то, что это было так, она могла только наравне сражаться с Джин Куи. Другие 3 мастера сект тоже не были слабыми.
Маленькая лиса использовала нескольких демонических зверей, чтобы занять генералов царства Орлиного захоронения. Из общей ситуации группа Чутеня была в невыгодном положении. Лесные эксперты, привезенные из города чудес, были немного слабее их. Атакуйте! 18 божественных слуг начали осаждать мастеров сект других гор. 18 божественных слуг были все на 3-м уровне истинного духа. Они были не только в 3-м слое истинного духа, но с ними также было очень трудно иметь дело. Давление на Нангунь Юнь мгновенно уменьшилось. Чутянь поднял меч, чтобы атаковать генералов Орлиного захоронения. Одна из маскировок таинственного человека была разорвана светом его меча, и истинный облик духовного зверя раскрылся. Откройте глаза и посмотрите внимательно. Это те помощники, которых нашла ваша секта Небесного Меча. Меч Чутеня становился все быстрее и быстрее. Несколько духовных зверей были вырезаны этим мечом. Когда Долина Короля Медицины, секта Божественного Механизма, пещера Духов Пустоты и секта Черной Черепахи увидели это, их лица изменились. Не было бы странно, если бы это было несколько духовных зверей, но все эти загадочные люди были духовными существами. И то, как они были одеты, было практически одинаково. Священнослужители, завербованные сектой Небесного Меча, не могли быть в этой униформе. Это была просто армия, подготовленная сектой Небесного Меча. Вы все видите это сейчас. Чутянь боролся, выкрикивая: «Секта Небесного Меча — настоящие предатели великой страны Чжоу, работающие с врагом». Даже если вы уничтожите секту Черной Луны, сможете ли вы быть в безопасности? Великая страна Чжоу будет в конечном итоге захвачена царством Орлиного захоронения. Пусть ваши люди сложат оружие, и мы обещаем, что не убьем вас. Не верьте ему. Хрипло закричал духовный зверь. Это кто-то из леса хаоса. Секта Черной Луны вступила в сговор с лесом хаоса и имеет нечистые мотивы. Они просто пытаются ввести вас в заблуждение. Чутянь холодно фыркнул. Ты ищешь смерти. Пространственное движение. Чутянь поднял свой пылающий меч, чтобы разрезать этого человека пополам. Другие были шокированы, увидев это. Когда этот молодой человек сражался с Лин Инем, он не использовал всю свою силу. Умри. Эксперт из племени волков ударил 2 лезвиями в руке, чтобы послать несколько десятков огней. Чутянь пошел вперед с горящим мечом пустоты, игнорируя все атаки, которые падали на него. Меч в его руке издал шокирующий свист, когда он полетел вперед. Эксперт из племени волков был потрясен, обнаружив, что атака его клинков легко отражается от Чутеня, точно так же, как вода падает на камень, не нанося никакого урона. В то время как атака меча другой стороны приближался к нему. Ах! Эксперт из волчьего племени издал жалкий крик. Меч Чутеня сломал свечение клинка и вонзился в грудь другой стороны. Пламя призрачного мира нахлынуло и превратило тело в черный пепел, который рассеялся по земле. Если вы продолжите сопротивляться. Чутянь стоял там, поднимая свой меч, покрытый намерением убийства. Это ваш конец. Лица лидеров секты изменились. Отступаем. Хотите бежать? Меч Чутеня прошел сквозь механическую броню Юаня Джинаня, и раздался только громкий звук, прежде чем он вернулся в исходное положение. Боюсь, вы не сможете сбежать. 18 божественных слуг, Чутянь и Нангунь Юнь, эти 20 человек напали все вместе, этот бой длился менее 3 минут. Лидеры сект, эти важные люди Великого Чжоу, все были ранены Чутянем, неподвижно лежали на земле, как мертвые собаки. Ты ублюдок, вставай. Нангунь Юнь несколько раз пинала Джин Куи. Если у тебя есть навыки, сразись с этой старушкой еще 300 раундов. Нангунь, достаточно. Немедленно свяжи их всех. Да, босс. Чутянь стоял на небесной горе Инь и смотрел вдаль, говоря, с этого дня великая страна Чжоу изменится. Глава 503. Урегулирование ситуации. Под небесной горой Инь 6 больших гор запутались в сражении. Бесконечный Инь повел секту Черной Луны, чтобы атаковать другие секты. Вы все остановитесь. Мастера ваших сект в моих руках. Сложить оружие, иначе они умрут, после чего я убью и всех вас. Чутянь использовал усилитель звука на горе, и его голос раздался, как небесный гром. Этот отец всегда делает то, что он говорит, я прошу вас всех не испытывать мое терпение. Когда он говорил, Нангунь Юнь привела на скалу связанных людей. Их лидеры сект и старейшины действительно были захвачены в плен. Боевой дух совершенствующихся из 5 гор был разрушен. Ситуация была уже плохой, и теперь их лидеры попали в плен, ради чего они тогда сражались. Чутянь крикнул в усилитель. Это событие было заговором секты Небесного Меча.
Секта Небесного Меча сотрудничала с Царством Орлиного Захоронения. Чтобы получить больше выгод и ресурсов, они работали с посторонними. За такое злое поведение они были осуждены небом и землей. Нангунь Юнь повесила трупы генералов Царства Орлиного Захоронения. Откройте свои глаза и посмотрите, это люди из Царства Орлиного Захоронения. Мы уже обнаружили доказательства и токены у них. Эти парни — генералы из Царства Орлиного Захоронения. Секта Небесного Меча предала страну Великого Чжоу, они ваши настоящие враги. Толпа мгновенно погрузилась в хаос. Все остальные 4 секты смотрели на членов секты Небесного Меча. Это бред. Секта Небесного Меча существует десятки тысяч лет и является главой 6 сект Великого Чжоу, как мы можем работать с Царством Орлиного Захоронения. Люди секты Небесного Меча впали в панику. Если бы слова Чутяня были правдой, секта Небесного Меча была бы ненавидима всеми. Эти ученики Небесного Меча были поражены неожиданной катастрофой. Чутянь крикнул в усилитель: «Верите вы или нет, но сейчас есть конкретные доказательства. Я скажу это снова, вы все еще можете быть прощены, но пощады не будет, и если вы продолжите бороться. Я дам вам 10 секунд, чтобы сложить оружие, иначе мы сначала убьем лидеров ваших сект, а затем отправим вас навестить своих предков». Все смотрели друг на друга. Наконец, они все бросили свое оружие. Чутянь облегченно вздохнул, когда, наконец, позаботился об этой группе. Он немедленно приказал: «Бесконечный инь, свяжи их. Исцели раненых и дай им противоядие, не дай им умереть». Кризис Черной Луны был решен. Они поймали более 300 тысяч пленных, все в секте Черной Луны были на страже на случай, если возникнут какие-либо проблемы. Чутянь не приехал в великую страну Чжоу, чтобы вызвать хаос, скорее ему понравился богатый талантливыми мастерами Великий Чжоу, а также хорошее расположение, в котором находилась великая страна Чжоу, богатые ресурсы, которые у нее были, и неразвитый рынок в стране. Чутянь приехал осваивать великую страну Чжоу, поэтому ему не нужно было создавать бойню. Он сразу же сообщил комитету чудотворной торговли, чтобы подготовить лекарства и противоядия, а также достаточно пищи. Сначала он спасет эти жизни, прежде чем сказать что-нибудь еще. Двигайтесь. Быстрее. Черт бы вас побрал, двигайтесь правильно для этой старушки. Быстро становитесь на колени. Нангунь Юнь подталкивала и пинала их, словно отгоняла нищего, когда она привела 4 мастеров сект перед Чутянем. Вы верите или нет, что я сломаю вам ноги? Я уже говорил тебе много раз, ты не можешь быть такой жестокой. Чутянь казался совершенно другим человеком, искренне произнося выговор. Все здесь цивилизованы, мы добьемся поддержки с добротой, не так ли? Понимаешь? Нангунь Юнь закатила глаза. 4 мастера, извините. Я нехорошо дисциплинировал своего подчиненного и заставил вас страдать. Чутянь махнул рукой 4 из них. Нангунь, почему бы тебе не налить им чай, чтобы извиниться? Глаза Нангунь Юнь превратились в 2 больших круга. Босс, есть ли ошибка? Вы хотите, чтобы я извинился перед ними? Эта старушка, не кастрирующая их, уже достаточно вежлива. Группа из 4 человек была уважаемыми людьми в Великом Чжоу. Слова Нангунь Юнь заставили их промежности похолодеть. Чутянь беспомощно махнул рукой. «Хорошо, я не собираюсь принуждать тебя, давайте поговорим откровенно. Я готов восстановить королевскую семью Великого Чжоу, назначив принцессу Великого Чжоу Чэнь Бинву королевой Великого Чжоу. И пока вы готовы поддержать меня, я могу отпустить вас всех и забыть наше недовольство». «На что ты рассчитываешь?» Джин Куи поднял взгляд с ушибленным лицом. Его глаза были красными от ненависти. Какая у постороннего квалификация, чтобы вмешиваться в дело нашей великой страны Чжоу? Человек с горячей кровью человек. Чутянь прищурился и улыбнулся, когда сказал это. Он небрежно посмотрел на Нангунь Юнь, которая толкнул Джин Куи на пол и пнула его промежность своими тяжелыми ботинками. Этот 2-метровый гигантский человек испустил крик, как рев. Его тело свернулось, и он качался взад-вперед от боли. Нангунь Юнь подняла его, словно дьявол, и она вынула кинжал из своего запястья. Этот удар был уроком. Если ты и дальше будешь встревать, эта старушка отрежет твои 2 маленькие игрушки и засунет тебе их в рот. Джин Куи сердито взревел. Если у тебя есть навыки, тогда убей меня. Секту Черной Черепахи можно убить, но нельзя унижать. Хорошо. Нангунь Юнь подняла клинок, чтобы сделать ход. Нангунь, остановись, быстро остановись. Ты уже забыла, что я тебе сказал? Мы цивилизованные люди, которые побеждают других добротой, мы не можем решать наши проблемы насилием. Чутянь остановил Нангунь Юнь. Я больше всего уважаю непоколебимых героических людей, поэтому ты не можешь усложнять жизнь мастеру секты Джин Кую.
Чутянь посмотрел на остальных. «Какие у вас мысли?» Гэу Линьшань из пещеры духов пустоты глубоко посмотрел. «К чему так много слов? Я получил доверие предыдущих мастеров сект, вот как я смог унаследовать секту, существующую вот уже десятки тысяч лет. Если я подчинюсь тебе, как я смогу встретиться со своими предшественниками?» «Правильно», — тихо сказал Вэн Юнтян из долины короля медицины. «Если вы думаете, что сможете заставить нас подчиниться угрозами и соблазнами, то вы смотрите на нас свысока», — Юань Женнан из секты божественного механизма сказал с праведным выражением. «Не наступайте на нашу честь, если хотите убить нас, то просто убейте». Все они были упрямы, с этим было действительно тяжело иметь дело, брови Нангунь Юнь были нахмурены, поскольку она хотела разобраться с этим сама. Она не верила, что эти парни все еще будут такими упрямыми после того, как она лично позаботится о них. «Не беспокойтесь и не поймите меня неправильно». Чутянь встал с честной улыбкой. «Вы, должно быть, ошиблись, разве я сказал, что хочу, чтобы вы покорились мне? Нет, 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 на моей территории все еще есть много вещей, ожидающих моего завоевания, а также куча ресурсов и земель. Я буду откровенен, такое место, как великая страна Чжоу, я вообще не беру в глаза». «Тогда что ты действительно хочешь делать?» «Я просто хочу сотрудничать», — спокойно объяснил Чутянь без каких-либо угроз в своем голосе. «В настоящее время Великая Летняя Страна и Равнины Гончих работают с Комитетом чудотворной торговли, но они слишком слабы. Если Великая Страна Чжоу вступит в этот альянс, у нас будет достаточно сил, чтобы выйти в окружающие страны, соединяя все малые и большие королевства. В конце концов, мы сформируем стену, которая будет защищать от царства Орлиного Захоронения на севере. Готовы ли вы верить этому или нет, но секта Небесного Меча, сотрудничающая с царством Орлиного Захоронения, является чрезвычайно плохим фактом. С тех пор, как царство Орлиного Захоронения просочилось в великую страну Чжоу на протяжении многих лет, я думаю, что недолго до того, как война постучит в ваши двери. Царство Орлиного Захоронения было очень сильным. За последние 20 лет царство Орлиного Захоронения быстро расширялось, поглотив, по меньшей мере, 20 больших и малых королевств, и они все еще продолжали расширяться. Великая страна Чжоу была сильнее соседних стран, поэтому царство Орлиного Захоронения еще не пыталось укусить эту твердую кость. Тем не менее, всем было ясно в своих сердцах, что царство Орлиного Захоронения в конце концов вторгнется. Секта Небесного Меча, сотрудничающая с царством Орлиного Захоронения, вызвала опасения у многих людей. Лидер 6 великих держав Великого Чжоу, Орлиное царство, даже подкупила секту Небесного Меча. Их агрессия была ясна, и игнорирование проблемы не решит ее. Чутянь увидел, что они обдумывали это, и добавил: секта Небесного Меча спровоцировала убийство королевской семьи Великого Чжоу. Несмотря на то, что вы участвовали в этом, пока вы поможете восстановить королевскую семью Великого Чжоу и поможете нам позаботиться о предательской секте Небесного Меча, мы можем списать этот вопрос. Это заявление одной из сторон, почему мы должны тебе верить? Правильно, вопросы Великого Чжоу должны решаться людьми Великого Чжоу. Ты — посторонний человек, который хочет вмешаться и хочет поднять новую силу в Великом Чжоу, может быть, ты тоже скрываешь злые намерения. Нангунь Юнь больше не могла этого выносить. Вы просто отказываетесь от пирога, поставленного перед вами. Все вы волнуетесь, и это естественно. Инь-дух, мастер секты Черной Луны, тоже была такой же. Вы знаете, почему она изменила свое решение? Инь-дух. Что эта маленькая девочка может знать? Она, должно быть, была обманута тобой. В этом нет необходимости. Чутянь не хотел тратить с ними время. Нангунь, отвези их в город чудес на несколько дней. Если через несколько дней вы вернетесь на небесную гору Инь и по-прежнему будете думать, что я затаил злые намерения против великой страны Чжоу, я отпущу вас всех. Я, Чутянь, никогда никого не заставляю что-либо делать. Нангунь Юнь быстро сказала: если я вернусь, кто поможет старшей сестре Бинву и остальным? Мы даже не знаем, где они сейчас. Если Вивиан придет, ее пространственные способности облегчат поиск. Хорошо, не говори больше, иди уже. Хорошо. У Нангунь Юнь не было другого выбора, кроме как отвести этих людей к транспортной башне. Чутянь пошел задать вопросы бесконечному Иню, и из того, что знал бесконечный Ин, Чэнь Бинву и другие должны были отправиться в часть великой страны Чжоу, называемую Ледяное поле смерти. Ледяное поле смерти было местом, которое люди редко посещали. Там было очень высоко и очень холодно, и не было живых существ. Говорят, что там был дом предков семьи Чэнь. Предсказание еды не должно быть неверным. Но они ушли так давно, а они, должно быть, столкнулись с неприятностями. Но это не имело значения. Так как у него было общее местоположение, найти их не было бы слишком сложно. Нангунь Юнь ушла, после чего Вивиан вернулась, чтобы доложить. Старший брат Чутянь,
ты наконец-то хочешь позволить мне выйти и помочь». Чутянь посмотрел на Вивиан и сказал удивленным голосом: «Кажется, твое совершенствование возросло». Правильно, 5-й слой истинного духа. Вивиан гордо подняла голову. Даже если мы встретим сильного плохого парня, я могу помочь старшему брату сразиться с ним. Это действительно здорово. Чутянь удовлетворенно кивнул. Мы должны поторопиться. Поехали. Глава 504. Ледяное поле смерти. Несколько лесных экспертов были оставлены на небесной горе Инь. Бесконечный Инь должен был сосредоточиться на подготовке к атаке на гору Небесного Меча, потому что они сотрудничали с царством Орлиного Захоронения. Этот вопрос нужно было решить как можно скорее. Если бы они не позаботились о секте Небесного Меча быстро, и гора Небесного Меча снова вступила бы в заговор с царством Орлиного Захоронения, ситуация была бы не очень хорошей. Кроме того, с реформацией королевской семьи Великого Джоу будет большой разрыв в ресурсах, так кто будет готов отдать свою территорию и ресурсы? Лучшим способом было использовать оправданную причину, чтобы убрать большую власть, и тогда их территория и ресурсы станут общими для всех. Другие державы также получат некоторые преимущества, что делало всех счастливыми. Чутянь мог сделать только это. Он не был в курсе ситуации с Чэнь Бинву, и у него не было времени для беспокойства, ему пришлось быстро отправиться в путь. Вивиан достигла 5-го уровня истинного духа, значительно увеличив свою силу. Хотя великая страна Джоу была немного больше, чем великая летняя страна, благодаря способности Вивиан к пространственному перемещению, любое место в стране не считалось таким далеким после нескольких телепортов. Двое из них прибыли на ледяное поле смерти. Это место так красиво. Этот пик стоял высоко над уровнем моря, при этом большая часть ресурсов и духовных жил была с элементом льда, привлекая большое количество элементарной энергии льда. Это привело к тому, что этот район был покрыт льдом и снегом, он был пустым, холодным и тихим. Смотря вдаль, область была гладкой с колеблющимися пиками и снежными просторами. Здесь не было никакой растительности, это было просто огромное снежное поле. Вивиан не могла не дрожать. Странно, это место кажется слишком холодным. На самом деле, оно может слегка проникнуть сквозь энергию духовной защиты и повлиять на меня. Правильно, энергия элементарного льда слишком богата. Чутянь также почувствовал холод и вынужден был использовать свою духовную энергию, чтобы заблокировать его. Если я не ошибаюсь, у этого ледяного поля смерти есть редкая вена ледяного духа, которая собирает очень сильную ледяную энергию. Этот холод не вызван обычным понижением температуры, поэтому он может проникнуть в организм человека. Если человек не находится в царстве истинного духа, его духовная энергия будет заморожена менее чем за день. Мы не можем здесь долго оставаться, именно поэтому это место называется ледяным полем смерти. Будут ли здесь старшая сестра Бинву и Инь-дух? С беспокойством сказала Вивиан. Это ледяное поле смерти не маленькое, и здесь нет освещения, как мы сможем их найти? Ты забыла. У меня есть эксперт по отслеживанию. Белоснежная лиса сидела на его плече, гордо качая хвостом. Был ли кто-нибудь еще, кто мог сделать это, кроме маленькой лисы? Вивиан поняла, она совсем забыла о маленькой лисичке. «Малыш, у нас много дел, поэтому мы не можем терять время зря». Чутянь похлопал маленькую лисичку по плечу и сказал: «Быстро найди их, и я должным образом вознагражу вас, когда мы вернемся». Маленькая лиса удовлетворенно кивнула. Она закрыла глаза, чтобы почувствовать окружение, прежде чем указать в определенное направление своим когтем. Вивиан сразу же положила маленькую белоснежную руку на плечо Чутяня, и они переместились за 100 миль. Ледяное поле смерти было немаленьким, и там были различные снежные бури и смертоносные ледяные течения. Было очень трудно пройти через это пешком, но это было намного удобнее с возможностью пространственного перемещения. Поле ледяной смерти было большим для обычных людей. Но это было слишком мало для Вивиан, которая могла телепортироваться за раз на несколько сотен миль. Вивиан под руководством маленькой лисы несколько раз телепортировалась, прежде чем добилась каких-либо результатов. У ледяного поля смерти было очень большое ледяное озеро на севере, и все озеро было покрыто голубым льдом, оно было как гладкое зеркало на земле. Земля, покрытая льдом и водой, имела голубую энергию над ней. Это было око ледяной духовной вены. Энергия на поверхности ледяного озера была очень сильной, даже культиваторам истинного духа было бы трудно ее заблокировать. Это место, которое мы искали. Вивиан обнаружила, что в центре озера был древний ледяной замок. Он выглядел очень древним, и от него исходили волны энергии. Смотри. Разве это не Йода? Рядом с древним ледяным замком, длиной в несколько метров, был зеленый дракон, из которого исходила очень мощная аура. Хотя большинство его чешуек было покрыто льдом, они все еще источали сильное давление.
Здесь не было никакой ошибки. Это был Йода, трансформированный в зеленого дракона. Вивиан осторожно посмотрела. Похоже, пророк Йода ранен. Несмотря на то, что Йода был силен, казалось, что у него было довольно много травм, особенно в области живота. Большая часть его чешуи отсутствовала, и казалось, что мясо выросло там только недавно. Также было несколько мест, где он был ранен, и было ясно, что у него был тяжелый бой. «Давай телепортируемся». «Нет». Чутянь остановил Вивиан. Глядя на ситуацию еды, становится ясно, что он встретил сильного противника. «Не торопись показывать себя, давай посмотрим на ситуацию». Сказав это, Чутянь выпустил божественных слуг, запечатанных в свитке, и наблюдал из скрытого места неподалеку. Через несколько часов на ледяном поле появилась группа людей, около 20 человек. В основном это были духовные звери, среди которых было несколько человек. Глядя на их одежду, они должны быть высокопоставленными членами секты Небесного Меча. Вивиан взволновалась. Старший брат был прав, они вышли. Чутянь сделал знак рукой, чтобы она замолчала. «Давай продолжим наблюдать». «Старая вещь, ты все еще продолжаешь сопротивляться». Культиватор с седой головой холодно посмотрел на зеленого дракона с 4-5 мечами, быстро вращающимися вокруг него. Он не был зол и имел угрожающую ауру. У тебя не так много сил, и ты отдашь свою жизнь ради этого. Зеленый дракон взревел, испуская пламя. Его крылья подняли большое количество снега, когда появилась острая аура, распространившаяся во всех направлениях. Ты ищешь смерти. Культиватор меча вскочил и щелкнул пальцами. Бесформенный удар. Вновь образовавшиеся чешуйки зеленого дракона снова были разорваны, и вытекло большое количество крови. Зеленый дракон проигнорировал это и взмахнул своими мощными крыльями, когда он бросился вперед. Эксперты из 20-30 духовных зверей сделали свой ход, используя барьер для защиты культиватора меча и посылая различные замедляющие, ошеломляющие и различные другие секретные техники шаманов, которые приземлились на зеленого дракона. Даже если у зеленого дракона была потрясающая сила, блокировать все это было очень утомительно. Чутянь поднял брови, увидев это. Бесформенный меч. Недолго думая, он уже знал, что это, скорее всего, мастер секты Небесного Меча Лин Ванчжан. Благодаря силе, проявленной Лин Ванчжаном, совершенствование этого человека достигло пика 5-го уровня истинного духа. Его бесформенный меч был также в более высоком царстве, чем у Лин Ина. Эксперты духовной звери были также непросты. У более 20 человек было 4 экспертов в 4-м слое истинного духа. Хотя у драконов была сильная защита, которую этим людям было трудно сломать, им было более чем достаточно остановить еду. Совершенствование Лин Ванчжана не было высоким, но бесформенный меч был сильной атакующей техникой совершенствования. Даже находясь в 5-м слое истинного духа, ему было достаточно проникнуть сквозь чешую дракона. Йода защищался несколько дней и теперь очень устал. Йода не был настоящим драконом, а его форма дракона была результатом преобразования секретной техники, поэтому было трудно поддерживать эту форму долго. Каждая секунда тратит немало энергии, и как только битва затянется, он начнет терять силу. Вивиан очень волновалась. «Старший брат Чутянь, мы должны вступить в бой». «Для начала успокойся». Чутянь понизил голос и сказал: «Бесформенный меч опасен. Лиан Ванчжан уже достиг большого царства успеха, и будет опасно, если мы будем действовать опрометчиво. Приготовься, и когда будет возможность, мы нападем». «Хорошо». Зеленый дракон столкнулся с сильным нападением Лин Ванчжана, когда уже не мог сделать ход вообще. Бой становился все более неводным, и он получал все больше и больше урона. Зеленый дракон был жизненным драконом, обладающим очень сильной способностью к восстановлению, но даже с такой способностью к регенерации он не мог поспевать за скорость получения травм. Конечно. Лин Ванчжан потреблял много энергии, но он видел, что его преимущество продолжало расти, делая его более уверенным. У него не было никакой защиты, так как он использовал все свои силы для непрерывной атаки. Я хочу посмотреть, как долго ты сможешь продолжать сопротивляться. Бесформенный дождь мечей. Лин Ванчжан высвободил свою духовную энергию. Эта волна атаки поглощала большую часть энергии Лин Ванчжана. Это заставило зеленого дракона издать жалкий крик, когда он отлетел назад, будучи залитым кровью. Хорошо. Сейчас самое время. Вивиан сначала использовала свою технику совершенствования, чтобы послать 18 божественных слуг и окружить Лин Ванчжана. Они быстро начали сильные атаки на свою цель. Черт, здесь засада. Лин Ванчжан использовал сильный мощный удар, чтобы послать божественных слуг в полет. Эксперты духовные звери перестали сдерживать зеленого дракона и взлетели, чтобы заблокировать оставшихся божественных слуг.
Когда их внимание было отвлечено, Вивиан снова использовала пространственную энергию. Чутянь появился позади Лин Ванжана и послал удар изо всех сил. Лин Ванжан быстро использовал защиту. Донг, Чутянь почувствовал, как дрогнул меч мира пустоты, и эта мощная энергия почти заставила его отлететь. «Вы хотите устроить мне засаду с такой силой?» Прорычал Лин Ванжан. «Вы можете умереть все вместе». Лин Ванжан собрал со своего меч, и когда он захотел разрезать Чутяня пополам, он почувствовал, как рядом с ним появилась еще одна волна пространственной энергии. Был еще один человек. Лин Ванжан пытался изменить направление меча, но когда его тело двинулось, на его тело упала волна пространственной энергии. Это было похоже на лезвие, порезавшее его с головы до ног. Атака Вивиан, пространственный разрез, эта атака использовала подходящую возможность. Лин Ванжан использовал одно большое движение до этого и отразил божественных слуг и Чутяня. Он больше не мог использовать бесформенный меч. Космическая атака Вивиан началась еще до того, как телепорт закончился. Вивиан транспортировала себя, чтобы скрыть колебания пространственного сокращения, поэтому, когда он попытался отразить Вивиан, смертельный удар уже обрушился на него. С головы до пят. Лин Ванжан был прямо разрезан пополам. Пиковый эксперт Великого Джоу на самом деле так неохотно погиб. Чутянь сказал с некоторым сожалением: «Ты атаковала слишком быстро. Ты всегда могла разрезать его пополам, так что было бы лучше сохранить его жизнь. Так жаль, что мы не смогли получить эту технику бесформенного меча». Чутянь очень интересовался бесформенным мечом секты Небесного Меча. Мастер секты и вице-мастер секты были мертвы. Трудно было теперь найти самую высокоуровневую технику этой секты. «Наконец-то ты здесь». Йода облегченно вздохнул, он уже достиг своего предела. Глава 505. Замерзший источник ледяного духа. После того, как Лин Ванжан был побежден, не стоило даже упоминать о других экспертах царства Орлиного Захоронения. 18 божественных слуг и Вивиан о них быстро позаботились. «Йода, ты в порядке?» Чутянь убрал меч и подошел. Йода вернулся к своей маленькой и слабой внешности, и, хотя раны зеленого дракона не появились на его теле, это повредило духовной энергии еды. Тем не менее, благодаря навыкам Чутяня и способностям Города Чудес, эта травма ничего не значила. Где другие? Люди, которых мы привезли из Города Чудес, погибли в бою. Выражение еды было очень серьезным. Инь-дух сильно ранена, а Чэнь Бинву находится внутри древнего ледяного дворца. Ситуация сейчас очень плохая. Что произошло? Я пойду посмотрю. Инь-дух лежала внутри ледяного дворца. Лин Ванжан пронзил ей грудь одним движением, и хотя ее совершенствование могло подавить раны, у нее вообще не было боевой силы. Чутянь увидел, что она лежит на ледяной платформе. Хотя она была слабой, она не была мертва. Он несколько бессердечно пошутил: «Маленькая сестра мастер секты, ты одна из глав 6 духовных гор, так почему же ты потерпела крах от одного удара?» Тьфу, слуги смерти еще не были усовершенствованы, иначе как бы я могла проиграть так легко? Цвет лица Индуха был даже бледнее, чем обычно, когда она сидела на платформе, совсем не двигаясь, словно ледяная статуя. «Я чуть не потеряла свою жизнь, и ты все еще издеваешься надо мной. Расслабься, расслабься, я буду помнить твои заслуги». Чутянь слегка улыбнулся. «Почему старшая сестра Бинву не здесь, где она сейчас?» «Чэнь Бинву не здесь, пойдем со мной». Индух и Йода привели Чутяня и Вивиан в древний ледяной дворец, который был намного больше, чем они себе представляли. В ледяной стене были запечатаны древние фрески, во дворце было много реликвий, запечатанных льдом, и были огромные гигантские ледяные статуи, и все они объясняли, как жили древние люди. Чутянь шел, оглядываясь по сторонам. Это наследственная земля семьи Чэнь? Почему их семья жила в этом проклятом месте? «Легенда о Великом Джоу не совсем верна», — сказала Индух, когда нашла ледяной дворец, очень древнее наследие, и его происхождение не уступает 6 духовным горам, только большинство людей не знают об этом. Тем не менее, их наследие не так распространено, как у 6 духовных гор. Наследство ледяного дворца имеет высокий предел и требования к кровной линии наследника, и только люди со специальными кровными линиями могут принять его. Из-за внезапного изменения окружающей среды или стихийных бедствий большинство людей на ледяной горе погибли, оставив лишь небольшую группу людей на ледяных полях, ставших семьей Чэнь. Так вот как оно было. Это место было не просто землей предков семьи Чэнь Великого Джоу, это было очень важным наследием. Семья Чэнь вышла из обычной семьи и быстро выросла всего за несколько десятилетий, чтобы стать королевской семьей Великого Джоу, которую боялись 6 больших сил. Важной причиной этого был глубокий фон. После того, как члены основной ветки семьи Чэнь или тренировочные цели вырастали, их отправляли в ледяной дворец, чтобы активировать родословную и изучить технику совершенствования, записанную внутри.
Это было то, что позволило королевской семье Великого Джоу развиваться в таком темпе за короткий период времени. «Городской лорд, мы здесь», — прибыл Йода в центр Ледяного дворца. Это ядро Ледяного дворца и духовных вен ледяной энергии. Поскольку энергия интенсивна, это место очень агрессивное, поэтому, пожалуйста, приготовьтесь. Чутянь поднял голову, чтобы найти вход в гигантский храм, вырезанный изо льда. Вокруг него вращалось 36 ледяных драконов, и там стояли две величественные ледяные статуи, похожие на могущественных богов, высвобождая ужасающее и сильное давление. «Открывай». Чутянь отдал приказ, и Йода открыл большую дверь, запечатанную льдом, внезапно выпустив большую волну энергии. Хотя они уже были подготовлены, они все равно почувствовали, словно их поразили сотни миллионов ледяных осколков, замораживая кровь в их телах, почти остановив поток их духовной энергии. Такая интенсивная энергия, даже культиватор истинного духа не сможет защититься от этой энергии, возможно, они даже получат серьезные ранения. В это время глаза Чутяня побелели, и пространственная энергия покрыла его. Этот холодный поток был очень интенсивным, но этого было недостаточно, чтобы преодолеть барьер пустоты. Вместо того, чтобы принудительно сопротивляться этой энергии, лучше избегать ее, используя побег пустоты, экономя немало энергии. Вивиан вошла первой и сразу же в шоке закричала: «Чёрт, что это за место?» В центре зала была гигантская ледяная яма. Ледяной слой был толстым, глубина ямы составляла около 100 метров. Она была бледно-голубого цвета, с ледяными кристаллами в глубине. Это были редкие ледяные кристаллы с возрастом 10 тысяч лет, которые были тверже редких металлов третьего уровня и содержали очень сильную ледяную энергию, поэтому их можно было использовать для изготовления невероятного оборудования. Чем глубже в яме, тем выше уровень ледяных кристаллов. Это была определенно сокровищница с невероятной ценностью. Конечно, ледяные кристаллы были очень ценными, но не они привлекли внимание всех. В этой ледяной яме глубиной в 100 метров был невидимый вихрь энергии. Синевато-белая энергия перемешивалась с какой-то силой, подобной жидкости. Замерзший источник ледяного духа. «Городской лорд действительно хорошо осведомлен, это замерзший источник ледяного духа», — кивнул Йода. «Этот источник — естественный духовный предмет. Потомки семьи Чэнь могут пить из этого источника, чтобы пробудить свою родословную силу». Но Чэнь Бинву действительно прыгнула в источник, чтобы быстро поднять свою силу и поднять свое совершенствование. Что? Вивиан была шокирована. Она действительно прыгнула. Хотя это было названо источником, это не считалось источником. Замерзший источник ледяного духа был скоплением энергии, и поскольку это была энергия, это было очень опасно. Даже если культиватор преобразования души войдет в этот источник, это будет похоже на мышь, падающую в реку. Как долго она там? Уже прошло 3 дня. Чутянь сказал Вивиан: «Твое совершенствование выше моего. Используй свою пространственную энергию, чтобы вырезать пространство и выловить ее. Ты сможешь это сделать. Энергия здесь слишком сильна». Вивиан закрыла глаза, чтобы почувствовать это, и беспомощно покачала головой. «Мое нынешнее совершенствование недостаточно высоко, чтобы противостоять этой мощной энергии, поэтому я не могу манипулировать пространством. Что нам делать?» Все впали в глубокое размышление. Это место было ядром ледяного поля смерти, поэтому интенсивность энергии была выше, чем могли себе представить нормальные люди. Даже если Чэнь Бинву имела особую родословную, ей было бы трудно оставаться там долгое время. Чутянь прямо подошел к яме. Поскольку это так, другого выбора нет. Я лично пойду за ней. Вы не можете. Городской лорд Чэнь Бинву имеет свою родословную, чтобы защитить себя в этом ледяном источнике, но вы, городской лорд, не имеет никакого связанного врожденного таланта. С вашим совершенствованием вы будете заморожены, как только войдете в источник. Там вас ждет только смерть. Не нужно беспокоиться, Чутянь покачал головой и сказал: «С помощью маленькой лисы я могу, по крайней мере, уйти оттуда». Йода снова попытался дать ему совет. Чутянь даже не слушал и прыгнул в яму. Когда он продолжал падать, Чутянь отчетливо почувствовал, как ледяная аура, наполненная смертью, становилась сильнее, уже превосходя точку преодоления барьера побега пустоты. Здесь не было никакого звука вообще. Чутянь прыгнул в замерзший источник ледяного духа, и никакого сопротивления не было, только небольшое воздействие. Бесчисленные потоки ужасающей холодной энергии были похожи на ледяные холодные клинки, пронзавшие Чутяня. Такого рода энергия, даже используя бессмертное тело звездного света, он не мог остаться здесь надолго. Не говоря уже о том, что совершенствование Чутяня не считалось высоким. Маленькая лиса. Маленькая лиса использовала свою силу и подняла небольшой барьер, заставляя все потоки энергии менять направление по мере движения к маленькой лисе. Чутянь был окружен звездным светом,
и он двигался вперед, выпуская свою духовную энергию, точно так же, как пловец, медленно погружающийся в воду. Хотя ему помогала маленькая лиса, он все равно потреблял много энергии. Чутянь подсчитал, что он мог оставаться здесь максимум 3 минуты. Поскольку он не мог использовать свое божественное чувство, если он будет искать обычными методами, было неизвестно, сколько времени это займет. Но маленькая лиса внезапно подала сигнал. Чутянь следовал в направлении, указанном маленькой лисой, и увидел, что там на самом деле была группа ослепительного белого света. Это огонь. Выражение лица Чутяня слегка изменилось. Это было необычное пламя. Если в течение десятков тысяч лет эта духовная жила породила духовный огонь, то этот предмет был небесным предметом, бросающим вызов небесам. В замерзшем источнике ледяного духа был именно этот огонь. Нашел. Чэнь Бинву плавала перед пламенем, как будто ее держал магнит. Пламя плавило ее тело понемногу, но Чэнь Бинву явно еще не умерла, только она не могла двигаться. Черт, это одержимость телом. Чутянь обнаружил, что в духовном пламени действительно была сильная воля. Оно пыталось овладеть Чэнь Бинву, чтобы получить тело, которое у него не было, если это владение телом удастся. Сознание Чэнь Бинву полностью исчезнет. Не было никакой разницы от смерти. Чутянь использовал свою духовную энергию, чтобы переплыть, но в это время у белого лотоса в центре пламени появилось богатое намерение убить. Это заставило источник двигаться, когда сквозь него прошли бесчисленные белые фигуры. Когда Чутянь увидел, что на него навалилось, его сердце забилось. Ледяной дракон — это были бесчисленные ледяные драконы. Эти ледяные драконы родились в замерзшем источнике ледяного духа и питались таинственным пламенем. Поскольку они родились в этом источнике, они были под контролем воли пламени. Каждый ледяной дракон обладал мощной силой, которой Чутянь определенно не мог противостоять, не говоря уже о том, что он был глубоко в замерзшем источнике ледяного духа. У Чутяня не было способа освободить свою силу, а ледяные драконы были как рыбы в воде. Так как он мог бороться в этой ситуации, не было времени думать. Ледяные драконы уже окружили Чутяня, и один из них бросился прямо вперед.